Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Сегодня 30 сентября, завтра уже 1 октября. Но у нас стоит замечательная, теплая, солнечная погода. И я продолжаю, заниматься проработкой багажной системы. И, я купил две сумки. Пока две, потому что думаю, что в этом направлении надо двигаться постепенно, чтобы не брать лишнего, и брать только то, что действительно нужно. И я уже даже использовал их сегодня, применил по назначению, так сказать, чтобы доехать до этого места из дома. Как видите. В первой части я показывал, что я здесь сделал вот такие крепления, да, вот здесь петля была, и другую петлю я поставил вот сюда, но видно, что это слишком далеко, поэтому я ее поставлю теперь вот сюда, и она будет вот здесь вот четко соединяться, а эту петлю я, наверное, разверну в эту сторону, чтобы она тоже была вот здесь вот две сумки, это ОС-18 фирмы Криего. Я решил использовать сумки этой фирмы. Почему? Потому что мне кажется, это крепление, видите, здесь две штуки. Вторая сумка, да, она крепится к первой. И также есть широкий выбор различных сумок, различных размеров. Допустим, здесь такую, здесь можно там побольше поставить, потом сюда также повесить. Именно вот эта возможность применять различные варианты сумок. Поэтому сейчас я прицеплю эту базу. Наверное, переверну эти петли, поставлю их чуть-чуть по-другому. И приверну базу. И потом мы повесим сумки и посмотрим, как это будет выглядеть. Мне самому это очень интересно. И прям сейчас я этим и займусь. Так, я сейчас перекрутил эти петли. Да, то есть она была здесь. Сейчас на этот болт я ее поставил сюда. И это в эту сторону. Была сюда, теперь сюда. В эту прорезь не подходит, потому что если натягиваешь, она эту резинку вытягивает. Так что вот так вот. Теперь примерим сумочку. Все. Отлично. Так вот. Можно перевернуть, наверное, лучше, чтобы был вход отсюда. Так, идем дальше. Да, это еще тот ребус, который надо прицепить, чтобы было как-то ровно, чтобы там... понятно, первый раз. Так вот. Я, правда, это не понял. Они, получается, одинаковые абсолютно. То есть правая и левая, я имею в виду. Здесь этикетка есть, а там она с той стороны получается. Но дело не в этом, а дело в том, что здесь получается... нет, петля есть, и здесь тоже есть. Разница только в этом. Замок можно сверху поставить, можно снизу. То есть здесь он получается снизу. Если я его поверну, он будет здесь. Как тут, он. Я думаю, что так будет лучше его тянуть, чем я его тяну вот здесь. Так примерно все это выглядит. Тут она пустая. Здесь у меня только спальник лежит. Я специально взял на всякий случай спальник. Здесь, кстати, лежит спальник и палатка. Иначе... Да, конечно, это все... Это не кофры нифига стабильные. Но зато вес. Тут еще, да. Здесь, я придумал такую штуку. И чисто натягиваю ремнем. И он держит это кольцо. Вообще нормально, так как на эту модель Африки нету таких сумок. Соответственно, и нету, в комплекте не идет такие... В общем, такие проушины, которые крепятся к этим болтам. Но я сделаю сам, проушины куплю. А здесь просто возьму этот алюминиевый
алюминиевый профиль, сюда немножко продолжу, и вот здесь вот я его поставлю. И он как раз будет зацепляться. Вот, ну, посмотрим. С одной стороны, вот такая вот система лучше, потому что я всегда могу здесь подтянуть, да, или как-то вот эту всю, вот эту базу чуть-чуть назад сместить или там вперед, да. Если она здесь будет жестко крепиться, эта стропа, она не регулируется, вот она здесь цепляется, все. Вот, но я думаю, что все-таки здесь будет уже расстояние выбрано, и подтягиваться будет только вот этими. Что, я думаю, что хорошо. Вот сумка, мне получается, даже если я там где-то в колее, там как-то ногой буду помогать, то вот видите, я думаю, что это все-таки лучше, чем кофры. Кофры все-таки жестковатые, ногой бывает, что в них упираешься. Вот, не всегда, редко, конечно, но тем не менее, все-таки в этом есть определенный плюс. Дальше, вот у меня руль, вот получается, и сумки они ниже, то есть это уже, то есть зад получается в любом случае уже, чем руль. Поэтому где-то в пробке, где-то там между машинами можно уже ехать, так особо не переживать. Спальник, палаточка. Да, осень все-таки чувствуется. Вот сейчас уехал мой друг Эвальд, и посидели, пообщались немножко. Солнышко только вот уже спряталось за тучки, и уже холодно. О! Вот, так, короче, вот сумка. Вот так можно ее закрепить. Теперь она, да, очень хорошо. Здесь вот эти петли расположены. Да, достаточно прочно. Я поэтому подумал, это 18 литров. Если взять сюда 20, пожалуй, наверное, все-таки 30. Можно взять 30 литров, так как все-таки эту сумку можно сжать, да, если там она будет неполная. Ну что, друзья, у меня есть хорошие новости. Ну, хорошие для меня и хорошие относительно, да. Вообще в нашем мире сейчас хороших новостей вообще не дождешься. Так вот, если посмотришь, то, короче, один негатив, куда только не посмотри, негатив. Вот, но вот я, конечно, не знаю, насколько эти новости хороши для вас, но для меня они действительно хорошие. Я наконец-то продал свои кофры и сразу же непременно купил себе сумки, недостающие сумки для моей багажной системы. Вот они. Я их все сюда принес. Дело в том, что, значит, погода немножко испортилась, и я хотел, значит, все это повесить на мотоцикл и все заснять, как оно действительно выглядит в реале. Вот, но я так подумал, что это, наверное, затянется, и решил просто показать вам эти сумки. Обратим внимание на качество, да, что еще. Вот, да, взвесим. Сейчас я тоже взвешу, я даже не знаю, сколько мы выиграли в весе, да. Ну и вообще, я так думаю, немножко поговорим просто про это все, да. Вот, прежде чем я сейчас вам покажу сумки, я просто хотел сказать, что вот у меня достаточно большой опыт, значит, моих мотопутешествий именно с сумками. Я тут прикинул, получается, что с кофрами я начал ездить только с 2011 года. В 2011 году я купил мотоцикл Yamaha XT660Z Tenera.
она шла сразу с кофрами. Я был очень рад этому, и первый раз появились, значит, у меня кофры. А до этого я всегда, все мои мотоциклы, на всех моих мотоциклах, естественно, были сумки. Сумки, потому что это всегда дешево и всегда доступно, да, там, ну, понятно, что поначалу были вообще самые простые сумки, какие только есть, какие там попадались. Я еще помню на фараона, да, там, ну, обычные там сумки багажные купил, примотал там, значит, резинками, и все, и мы поехали. Вот, и всегда, в принципе, во всех путешествиях использовали сумки. Вот, потому что кофры были недоступны. У меня была попытка сделать кофры из канистры, 20-литровой канистры. Я распилил там канистру, но, короче говоря, так и не доделал. Вот, поэтому использовались всегда сумки. Значит, и последующие мотоциклы, там какой у меня был, значит, потом уже MZ Forest, да, MZ Bagheera известный. Там, значит, по первости я еще купил простые сумки, а потом я уже купил более-менее, значит, специальные, да, ну, такие недорогие, но специальные сумки. Под них я сделал багажник, вот, и довольно неплохо себя чувствовал. Но, конечно, да, те сумки рвались. Вот, я их там сшил капроновыми нитками, там все крепкими нитками, но потом стался рваться просто материал. В 2011 году я купил наконец-то мотоцикл полностью с кофрами. Я всегда хотел, как бы, ну, было желание всегда, вот, было желание, когда ездишь с сумками, всегда есть желание, вот, значит, купить себе кофры. Когда кофры, то наоборот, ну, бывает такое. И вот я купил Yamaha. Оригинальные кофры на Yamaha, там они совсем маленькие, узенькие, по-моему, 30 литров. Левый, 30 литров правый, да, вот, ну и топ-кейс там. Вот. Мне этого вполне было достаточно. Вообще, мотоцикл мне этот очень нравился. Я на нем довольно так хорошо путешествовал. Ездил и, значит, в Карелию, ездил в Великий Устюг, ездил в Новосибирск к себе на родину. Вот. Ну, так, путешествовал, нормально я путешествовал. Вот. Много тысяч километров я проехал. Вот. И с этими кофрами ничего такого плохого. Ну, один раз, правда, там у меня была небольшая там авария. Вот, я расколол левый кофер. Да, ну, они пластмассовые, эти кофры. И, короче, ну, была с собой бокситка, там этими кабель-биндерами, вот этими стяжками стянул. И все, отремонтировал и поехал дальше. Потом я его эбоксидкой склеил и еще дальше эксплуатировал еще несколько лет. Вот. И потом, вот, получается, с 2011 года по вот этот год, да, в 2018 я купил, значит, Африку и сразу же купил вот эти кофры. И вот ездил вот до сегодня, можно так сказать. Вот. Ну, главная причина, почему я все-таки перешел на сумки. Вот, если раньше это был, ну, доступность и дешевизна, скажем так, да, сумок, то сейчас вот эти сумки, вот этот вот набор, значит, стоит ровно столько же, за сколько я продал свои вот эти кофры вместе с багажником. То есть получается 700 евро. 700 евро. Да, то есть, ну, как бы цена тут уже, нельзя здесь сказать, что сумки там гораздо дешевле. Да, может быть, все-таки относительно новых кофр они дешевле, но все-таки, да, цена это самое, очень приличная, да. Ну и, скажем так, все-таки главная причина, почему я отказываюсь от кофр и перехожу на сумки в этот раз, да, значит, это вес. Вес как полностью вот в этой багажной системы, да, то есть она гораздо легче. Мы сейчас взвесим, да. В предыдущем видео я там это взвешивал, получилось 19,5 килограмм, да, но это только вот, значит, кофры и багажник, да. И здесь мы взвесим точно так же вот эту, получается, базу и две боковых сумки. Сейчас взвесим. Вот помимо, значит, веса, да, веса вот тары, скажем так, веса тары, важно еще учесть, что здесь гораздо меньше объем, да, то есть гораздо меньше объем вещей, которые сюда войдут и которые мы берем с собой. То есть тару сейчас мы взвесим, а объем получается, если кофры 31, 38, 50 и еще две маленьких сумочки по 5, получается 129 литров, то есть был объем с кофрами, да, вот то, что
с чем я ездил, 129 литров вещей, так скажем, то здесь получается 32, 6 и 6, 12 и 30. Получается 74. То есть, ну, грубо говоря, вдвое меньше. Да? Вдвое меньше объем и, соответственно, количество вещей, которые я с собой возьму. Тут вот, кстати, вот этот спальник я уже достал из загашника своего спальник. Такой, ну, он тоненький совсем, но такой маленький. Вот, так что, как бы, уже начал думать о том, что нужно экономить место и брать самое необходимое. И это необходимое должно быть очень таким компактным и, так сказать, не громоздким. Эй, ё-моё, ничего не вижу. Грамм. Так, получается ровно 2,5 килограмма. 2,5 килограмма это у нас база и 2 сумки. Вот, и того, значит, мы получаем минус 2,5 килограмма. У нас было 19,5. 19,5, значит, минус 2,5, 17, да? 17 килограмм. И получается, и плюс, да, вдвое меньший объем багажа. Да, еще почему я взял именно вот сумки фирмы Криего. Ну, во-первых, внешний вид мне у них очень нравится. Да, ну, по сути, да, сейчас много разных производителей, но я так думаю, что если смотреть на качество, да, и вот, ну, как бы вот эту проработку организации, значит, вот этой самой багажной системы, то можно выделить, наверное, все-таки два, да, ну, два таких бренда известных, Криего и Мотомоска. Вот, но там мне не нравятся вот эти мешки, лямки, как-то все это такое. Вот здесь оно более, значит, это, ну, на мой взгляд, конечно, более такое компактное, более, значит, красивое, что ли, да. Это первое. Во-вторых, есть различный вариант сумок дополнительных, да, что вот я, допустим, купил эту багажную систему, можно сюда прицепить сумку. Вот, значит, дальше, потом вот 30-литровая сумка, есть там 10, 20, 30, эту также можно, допустим, да, прицепить сюда, эту можно прицепить еще потом сюда, там нахлобучить, ну, и все имеет, значит, вот универсальные такие замки, крепления и так далее. Поэтому вот внешний вид плюс вот это, значит, универсальность этих сумок мне показалось более таким хорошим. Вот. И теперь я просто, ну, покажу вам эти сумки. Значит, ну, эти вы видели, да, боковые сумки, значит, имеют такой внутренний вкладыш. Вот, во-первых, да, что хотел сразу сказать, это качество. Качество изумительное, я вам скажу. Все очень хорошо продумано, везде, вот, да, допустим, вот эти, получается, ремни, на ремнях значит, такие два пластмассовые зажимы, да, чтобы эти лямки не болтались. Всегда можно это само переместить куда-то, да. Вот, вот дно, да, сумки, вот это, оно более твердое. Здесь понятно, значит, всегда можно, если объем суммы, ну, там пустые, да, можно его зажать, да, и он будет также висеть, увеличить этот объем. В общем, ну, все хорошо, прошиты все швы просто идеальные. То есть, ну, я не знаю, можно ли еще сказать, что качество там, так сказать, 90%, вот еще можно было где-то что-то улучшить. Мне кажется, что нет, это вот максимально хорошее качество. Там, где вот, я думаю, что усилия там на вот эти ремни, там еще что-то, все везде прошито, усилено, вот, и так далее. То есть изумительное качество. Здесь использован вот этот материал. Я так понял, что когда я разбирался, когда покупал, получается, что вот этот материал, да, твердый, очень прочный на разрыв, очевидно, на протирание, там еще что-то. Если это вот боковые сумки, да, в случае там падения, значит,
материал этот не рвется. Да, это очень важно. Да, если там здесь там ветка какая-нибудь или камень, да, был бы вот этот материал тут, он бы мог порваться, а этот материал, он просто, я думаю, что выдержит эту нагрузку, проскользит, вот. Ну, по крайней мере, сбережет сумку. Вот, внутренний вкладыш, вот, белый такой, значит, водонепроницаемый вкладыш, он вытаскивается, здесь вот на липах сделан, чтобы его можно было постирать, там что-то, вот. Замечательно. Замечательно. Все продумано, что вот горловина закрывается, и застежки находятся здесь, потому что она сюда закрывается, да, вот, получается, да. И они не по центру где-то тут расположены, а именно вот с краю. Все закрывается, одна, вторая. Значит, дальше. 6-литровые, такие небольшие, я их хочу разместить на дуге, не знаю, как там это все будет возможность закрепить, да, ну, посмотрим уже на месте, посмотрим. Значит, тут я планировал разместить, значит, ну, стул сюда не войдет, да, стул не войдет, но в любом случае дождевик, значит, дождевик, чтобы быстрый доступ, там, тапочки, да, какие-то, чтобы, там, что еще, этот тент для мотоцикла, там, возможно, эту, кто она, аптечку, да, разместить аптечку. Ну, такие вот вещи, которые можно достать и которые, значит, не боятся повреждений, да. Это тоже очень важно, потому что на дугах это, получается, самая широкая часть на мотоцикле будет. И при падении, даже просто там при небольшом падении, значит, нагрузка пойдет сюда, и чтобы там не смяло, ни что. Вот, поэтому так вот. Вот. Они тоже покрыты таким же материалом. Вот. Вот. И вот две этих сумки. И я купил вот такую сумку, которая будет, значит, находиться по центру на заднем сиденье. Да. Называется US-30. 30 литров. То есть есть там 5, 10, 20, 30 и 40. Вот, 40 имеет два входа, и она должна располагаться на мотоцикле, в общем, ну, поперек мотоцикла. Вот, поэтому я так подумал, что лучше всего будет, да, ну, грубо говоря, вот одна сумка, здесь вот так вот, вторая, да, вот, и вот так вот здесь будет, видите, вот. Будет, по-моему, да, сумка, вот, тоже имеет здесь вход такой. Вот, она, конечно, уже такая. Здесь будут располагаться вещи, личные такие вещи, значит, ну, из одежды, я так думаю, скорее всего. Дрон здесь будет лежать где-то вот прям, я так предполагаю, здесь, чтобы открыл, мог вытащить эту сумку. Здесь имеется два замка, да, вот такие, и карманы, чтобы что-то быстро достать. Я так прикинул, я, наверное, вот набор для камеры, там у меня там аккумуляторы, там все, здесь будет, чтобы открыл, достал. Внутри есть еще тоже вот такая. Вот. Также эту сумку можно использовать как рюкзак. Здесь вот есть, сейчас покажу, ремень. Вот такой ремень. Я его не стал пока разматывать. Он цепляется сюда и сюда. И, в общем, как типа спортивной сумки можно его нести. Так. Также тут имеется вот такие, знаете, чтобы дальше застегнуть или пристегнуть еще одну сумку. И, что немаловажно, в наборе и к этой сумке идут вот там еще такие стропы, ремешки разные. Да? Сейчас открою. Вот. Значит, вот такие, да, с защелками. Они закрываются. Два. Да, ну там
Вот, или там удлинить вот эту стропу, то есть сюда вот раз, грубо говоря, да, а это сюда. То есть мы удлиняем вот эту стропу крепления. Потом вот такие хомуты, да, тоже, допустим, также можно зацепить там за раму где-то, зафиксировать и вот этими крючками зацеплять здесь, да. Ну это ему можно как отдельно крепить временно, да. Вот. Замечательно. Я считаю, что это очень круто, очень классно. Так, мне это очень нравится. Теперь я еще специально подумал о том, что я сейчас запишу вот так вот. Возможно, у кого-то, ну, если там у кого-то возникнут какие-то вопросы, или кто-то, может быть, хотел там поподробнее что-то разглядеть, посмотреть, можете написать комментарии. Я тогда уже в следующий раз, когда я попытаюсь все это, значит, установить на мотоцикл, вот, я могу коснуться вот этих вопросов, да, которые вы зададите. Да, вот еще я всегда с собой брал такую шкуру, значит, аргентинского буйвола, вот, с аргентинского буйвола, и всегда стелил ее в палатку под матрас. Вот я сейчас объясню, зачем я с собой вожу вот такую шкуру. Вот. Она у меня сделана под размер надувного матраса. Ну, во-первых, это теплоизоляция шикарная просто. А самое главное, вот, допустим, вот эти колючки, они очень острые. Просто вообще. А матрасик, вот он, надувной. Вот таким способом. То есть дно палатки проткнуть элементарно. Она протыкается, эта иголка, и протыкается матрас. И все, приехали. И будешь спать просто на простом этом. Шкуру стелишь, можно прямо на колючки постелить эту шкуру, ничего не будет. Ее проткнуть невозможно. И спокойно ложишь матрас и спишь. Вот, так как теперь у меня такого объема нет, эту одну шкуру можно свернуть, и она поместится, только займет вот эту всю сумку. Я купил вот под свою палатку, ну не под мою палатку, ну примерно я по картинке посмотрел, она почти по размеру под днище. Такой материал, тоже, значит, дно такое натягивается из плотной ткани. Когда будет возможность поставить палатку, мы ее как раз и используем. Провести испытания вот этой новой багажной системы, ну и тех вещей, которые я с собой возьму. Вот, возможно, чтобы потом уже весной, когда я очень надеюсь на это, что будет возможность отправиться в мотопутешествие. Вот, я снова планирую Турцию, значит, в Грецию, хочу посетить Грецию, Коринф, Афины. В общем, ну, планы, как всегда, такие очень серьезные. Вот. Возможно, в это путешествие я поеду вместе со своим сыном. Вот. Если у нас все совпадет с отпуском, там, вот. Довольно все непросто, но вот, если мы поедем вдвоем, будет замечательно. Ну, если он не сможет как-то, или там, вот, я поеду один. Вот. И еще, да, кстати, я вот сейчас вот сказал, может быть, кто-то посоветует. Сейчас возникла вот у нас такая небольшая проблема, и мы сейчас иногда выезжаем вдвоем, и нет коммуникации между друг другом. И вот мы делали вот этот небольшой заезд, я там пибикал, сигналил, маячил, вот, но Даник не все понимал, что я от него хочу, поэтому встал вопрос о приобретении, значит, ну, переговорного устройства. Вот. У меня никогда не было, никогда я не использовал никакие там вот эти переговорное устройство, и всегда езжу с заткнутыми ушами, всегда, даже там небольшое расстояние, я всегда специально такие силиконовые затычки, раз, одел шлем и вот. Но теперь, вот, если мы поедем вдвоем, нам нужна будет коммуникация, и, честно говоря, вот я не знаю, ну, выберем какую-нибудь, ну, если у кого-то есть хороший опыт, и там
чтобы было не слишком там какая-то дорогая и навороченная, а такая, чтобы вот действительно достаточно было просто разговаривать. И главный, как мне кажется, критерий, чтобы она надежно работала и как можно дольше, да, не требовала там зарядки там. Вот, у кого есть опыт, можете написать в комментарии, порекомендовать, какую систему лучше купить, какой фирмы. Вот. Ну и все. На этом я заканчиваю это видео, друзья. В общем, желаю всем добра, мира, благополучия и любви. Пока.